Из около 400 видов акул, лишь небольшое их количество представляет опасность для человека. Возможно, 3 или даже 4 вида можно считать акулами-людоедами. После просеивания записей о нападениях акул, зафиксированных в Международном реестре нападений акул и Глобальном реестре нападений акул, ясно, что обычно на людей нападает лишь несколько видов, и что многие из остальных видов акул нужно предварительно спровоцировать, чтобы они смогли напасть на человека. Теперь о рейтинге. В отличие от многих рейтингов, которые часто оценивают акул чисто по статистике, мы же посмотрим на потенциал нанесения вреда, агрессию и места обитания акул, чтобы выяснить, какие именно акулы представляют наибольшую опасность для людей. 10 место. Акула-молот. Считается, что странная форма головы позволяет акуле лучше осуществлять круговой обзор, а также лучше охотиться на добычу, которая зарылась в песке. Для большинства наблюдателей различные подвиды трудно отличить друг от друга, особенно когда они кусают. Это может показаться невероятным, однако гигантская акула-молот может быть наиболее подходящим кандидатом для нашего рейтинга. Эта акула достигает колоссальных 6 плюсов метров и весит до 600 кг. Она вооружена зубами, похожими на бычьи акулы, и нет сомнения, что гигантская акула-молот легко может нанести человеку смертельные раны. Также есть информация, что они могут быть более агрессивными, чем другие акулы-молотов. На протяжении многих лет акулы-молоты принимали участие в 34 нападениях, одно из которых закончилось летальным исходом. Это количество указывает, что их потенциальная опасность не определена, поскольку они относятся к вымирающему виду. 9 место. Черноперая акула. Черноперая акула получила свое название из-за черных полос и черных оконечностей на своих плавниках и хвосте. Вообще эти акулы достаточно малы по размерам, и длина их составляет менее 1,6 метра. Однако более крупные особи могут достигать до 2,8 метров и весить более 100 кг. Их размер однозначно компенсируется их энергией, часто их можно увидеть выпрыгивающими из воды, когда они преследуют рыбу. Черноперая акула вообще не считается очень опасной для людей в связи с ее размерами, но они часто нападают на людей, давая самый высокий процент нападений акул во Флориде. Известно о 41 нападении этих акул, одно из которых закончилось человеческой смертью. 8 место. Обыкновенная песчаная акула. Многие люди знакомы с обыкновенной песчаной акулой в качестве акул, которых можно увидеть во время посещения аквариума. Их часто называют по-разному, как серая акула-нянька, акула с рваными зубами и сине-песчаная тигровая акула-нянька. Они обитают в теплых водах по всему миру. В длину они примерно до 3,2 метров и могут весить до 160 кг. Тем не менее, этот свирепый вид имеет тенденцию привлекать внимание людей. По всей видимости, обыкновенная песчаная акула не заслуживает плохой репутации, какой ее наделили люди. Тот факт, что их называют тигровыми и что они часто бороздят волны, на самом деле не говорит о том, что они часто контактируют с людьми. На самом деле они вообще не являются тигровыми и они относительно послушные. Тем не менее, они, как известно, нападали и были признаны виновными в гибели 2 человек. Многие из атак происходили во время рыбалки на них. Также было несколько инцидентов с людьми, которые были укушены в аквариуме. 7 место. Синяя акула. Другой член акульего семейства, синяя акула, является одной из наиболее встречаемых и распространенных акул. Ее можно встретить как далеко на севере Норвегии, а также далеко на юге в Чили. Будучи глубоководным видом, она редко вступает в контакт с людьми. Эта обтекаемая акула способна на взрывную скорость, которую она использует, чтобы настичь свою добычу, состоящую из кальмаров и рыбы. Самые крупные зарегистрированные экземпляры достигали более 3,8 метров. В дикой природе у синей акулы несколько естественных хищников, хотя говорят, что касатки также охотятся на них. С точки зрения опасности, скорее люди представляют для них опасность, чем наоборот. С другой стороны, синяя акула считается потенциально опасной и несет ответственность за ряд смертельных атак. Некоторые из них произошли в рыбацкой лодке, когда рыбаки вытаскивали ее из воды, но другие происходили с моряками, потерпевшими кораблекрушение в открытом океане. Как известно, синяя акула кружит вокруг пловцов и водолазов до 15 минут, и это может быть основанием полагать, что она в подобных ситуациях более склонна к активным действиям. 6 место. Узкозубая акула. Бронзовый китолов или медная акула получила свое название из-за своей окраски и того факта, что эти и другие акулы собираются в местах убийства кита в дни охоты на них.
Они распространены везде, но не в тропических водах. Они проводят свое время в мелководных бухтах, гаванях и устьях рек. Этот вид часто видят во время ежегодного хода сардин в Южной Африке, где акулы наедаются рыбой в составе групп, проявляющих пищевое безумство. Узкозубая акула – это большая акула, достигающая более 3 метров в длину и весящая около 300 кг. Это быстрый мощный пловец, оснащенный длинными зазубренными зубами. Своими размерами и челюстями бронзовые китоловы действительно представляют угрозу для людей и участвовали в целом ряде нападений. Как правило, они не агрессивны по отношению к людям, но, как известно, они преследовали рыбаков. Также известно о ряде ничем не спровоцированных нападений на пловцов и серфингистов вдоль восточного побережья Австралии. По меньшей мере, 2 подобные атаки закончились смертельным исходом. 5 место. Акула мака. Акула мака или чернокрылая акула является членом семейства акул макрели, сельдевые акулы. В это семейство входят такие прославленные члены, как большая белая акула и доисторический мегалодон. Не является большой неожиданностью то, что акулу мака можно увидеть в этом рейтинге. Теплокровные мака могут вырастать до пугающих размеров. Взрослые особи обычно достигают около 3 метров, но самые большие акулы мака достигали 4,5 метров и весили почти тонну. Учитывая размер мака, она обладает невероятной скоростью. Было зарегистрировано, что акула развивала скорость до 74 км в час, и некоторые ученые полагают, что она может быть гораздо быстрее. На такой скорости акула мака может совершать невероятные прыжки из воды. Одна из проблем заключается в том, что ее часто помещали в середину рыбацкой лодки, и они, как известно, наносили серьезные травмы в воде. Акулы мака ответственны за 3 зарегистрированных смертельных случая и обладают агрессивной репутацией. 4 место. Длиннокрылая акула. Длиннокрылая акула является первой из этих акул в этом рейтинге, которую действительно можно классифицировать как людоед. Она почти наверняка убила больше людей, чем все другие акулы, взятые вместе. Причина того, почему она не находится в верхней части рейтинга, заключается в том, что подавляющее большинство этих нападений были совершены в результате воздушных и морских бедствий. Известно о нескольких случаях потопления судов во время Второй мировой войны, когда, как полагают, именно эти акулы были виновны в сотнях смертях. В то время как эти акулы медлительны в перемещении, они могут быть невероятно агрессивны и настойчивы. Как известно, они впадают в пищевое безумство и стремятся урвать кусок, когда это возможно, участвовать в боях и ждать следующей возможности. Именно по этим причинам Жак Кусто назвал их самыми опасными из всех акул. Длиннокрылая акула является способным убийцем с мощными челюстями, смелым характером и часто большого размера. Самый большой зарегистрированный образец достигал 4 метров. Кроме того, длиннокрылая акула в открытом океане участвовала в ряде смертельных нападений на пловцов и водолазов, в том числе в нескольких печально известных атаках в Красном море в 2010 году, когда одна женщина скончалась от полученных травм. 3 место. Тигровая акула. Тигровая акула – это большая и агрессивная акула. Название происходит от ее темперамента и полос, идущих вниз по бокам. Она также известна как морской мусорщик, поскольку она обычно заглатывает все, что ей попадается на пути. Вот перечень объектов, которые извлекали из желудков тигровых акул. Бутылки, шины, одежда, кошки, свиньи и даже целая голова лошади. Вы представили это? Обычно ее добычей является рыба, тюлени, дельфины, птицы и черепахи. Тигровую акулу можно обнаружить в прибрежных, тропических и субтропических водах по всему миру, хотя она обычно стремится быть на глубоководье, ниже 6 метров. Тигровая акула – это 4-й по величине из всех акул. Крупные экземпляры достигают свыше 5 метров в длину и весят более тонны. На самом деле она больше напоминает верзилу в тяжелой сборке и с невероятно толстой кожей, в 8 раз толще, чем коровья кожа. Это без сомнения самая опасная акула в тропиках, и на нее приходится большинство нападений в Австралии и на Гавайях. Статистические данные говорят сами за себя. Число погибших уступает только большой белой акуле, а смертность от нападений также очень высока. 2 место. Тупорылая акула. Тупорылая акула или бычья акула во многих водах считается самой опасной акулой. Тем не менее, она не приобрела такую репутацию, как большие белые и тигровые акулы. Есть несколько причин, почему эта акула считается особенно опасной, включая ее физические показатели. Бычья акула также награждена множеством названий, чем большинство других акул, что является признаком ее широкой распространенности. Среди них ганская акула,
никарагуанская акула, речная акула, китобой реки Суон, лопатоносная акула, квадроносная акула и акула Ван Роена. Бычья акула – это большая сильная акула размером до 3,5 метра в длину и до 318 кг в весе. Она получила свое название за своей плоской мордой и коренастого строения в придачу с дрочливым характером. Она хорошо укомплектована челюстями, которые также усыпаны несколькими рядами треугольной формы зазубренных зубов, идеально подходящих для рассечения добычи. Это очень территориальная акула и будет нападать на другие виды, от которых она почувствует угрозу в своей территории, включая и людей. Бычья акула особенно опасна для человека, поскольку вероятность пересечения с этой акулой выше, чем с любой другой из опасных акул. Мало того, что бычья акула живет в мелких прибрежных водах, она также способна делать то, что большинство других акул не могут – плавать в пресной воде. Акулы приспособились к пресной воде. Ее почки позволяют ей преодолевать тысячи километров по устьям рек, и они даже могут жить в озерах. Некоторым не посчастливилось плавать в некоторых реках. Бычья акула убила много людей в пресной воде. Согласно записям по количеству нападений, она занимает 3-е место, но считается, что многие из нападений бычьих акул замалчиваются, поскольку они происходят в странах третьего мира. Было зарегистрировано 104 нападения, из которых каждое 3-е закончилось смертью. 1-е место. Большая белая акула. Только названия «Большая белая акула» достаточно, чтобы заставить людей бежать с пляжа. Уже печально известный фильм 1970-х годов «Челюсти» дополнительно демонизировал эту акулу и закрепил репутацию за этой акулой как людоеда. Хотя без сомнения она является одной из совершенных машин для убийства на нашей планете. Самые крупные особи достигают 6,5 метров в длину. Тем не менее, было опубликовано несколько сообщений об акулах, которые достигали 8 метров и весили около 3,5 тонн. Они вооружены действительно сокрушительными мощными челюстями. В несколько рядов размещены треугольные зубы около 3 дюймов в длину, которые зазубрены с обеих сторон. Они используются для разрезания добычи. Для этого акула мотыляет головой из стороны в сторону. Если зуб сломался, следующий зуб из того же ряда позади занимает его место. Эта акула достаточно быстрая. Когда большая белая акула гонится за своей добычей, она может разгоняться до 56 км в час. Это больше похоже на то, как попасть под грузовой поезд и быть оглушенным. От такого столкновения добыча может сразу умереть. По сравнению с обычными хищными животными, такими как морские львы и тюлени, у человека практически нет никаких шансов противостоять этому животному. На самом деле большие белые не проявляют никакого интереса к людям в качестве еды. Люди достаточно малы для них, и по всей видимости, большинство нападений были ошибочны, или акула просто проявила излишнюю любознательность. Любознательный укус 3-тонной акулы может привести к потере руки или ноги. Эти акулы встречаются во всех мировых океанах. Их можно встретить в глубокой воде или вблизи берега, как правило возле колоний тюленей. Больших белых акул больше всего возле берегов Южной Африки, Австралии, северо-востока США, Калифорнии, Японии и Средиземноморья. Последнее место удивляет многих людей. Тем не менее, там было совершено более 30 зарегистрированных нападений. Без сомнения, большая белая акула является самой опасной из всех акул, и статистические данные подтверждают это. Более 400 нападений было зарегистрировано по всему миру, многие из которых закончились смертельным исходом. Как ни странно, эта большая белая акула нуждается в защите от человека. Ее численность падает, несмотря на то, что она во многих странах отнесена к охраняемым видам. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.